Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это очень помогает моему каналу развиваться, а меня вдохновляет на создание новых интересных мастер-классов. В этом видеоуроке я покажу вам, как связать вот такую вот корзинку узором верблюд. Этот узор получил такое название за то, что его петельки похожи на следы верблюда. Дно также связано этим узором. Вы научитесь соединять этот узор бесшовным способом с помощью хвостика. Ни снаружи, ни внутри корзинки абсолютно нет никакого шва. Для моей корзинки мне понадобилось примерно 30-40 метров полиэфирного шнура толщиной 5 миллиметров. И по размеру у меня она получилась такая. Диаметр 11 сантиметров. Высота корзинки тоже примерно 11 сантиметров. 10,5-11 сантиметров. Давайте приступим к вязанию. Для ее вязания нам понадобится пряжа. Это может быть трикотажная пряжа или различные шнуры. Я буду вязать из полиэфирного шнура. Вот у меня такой большой, огромный. Есть клубок этого шнура. Не буду перематывать его в маленький клубочек. Буду вязать прямо из этого огромного клубка. У меня полиэфирный шнур 5 миллиметров с сердечником. Вот такое вот у него красивое плетение. Это шнур от компании Promtex. Очень люблю эти шнуры. Вязать я буду крючком 7 миллиметров. Также мне нужны будут ножницы, зажигалка для того, чтобы опалить кончик шнура, и игла для того, чтобы этот кончик спрятать в конце вязания, когда я закончу вязать всю корзинку. Дно корзинки — это у нас круг, и вязать я его буду, как всегда, по схеме идеального круга. Для начала нужно сделать кольцо амигуруми, но перед этим нам нужно оставить длинный хвостик у всей корзинки для того, чтобы вязать ее не по спирали и чтобы все у нас стеночки были ровными. Мы будем вязать корзинку, соединяя ряды бесшовным способом с помощью хвостиков. Поэтому нам сейчас нужно будет оставить длинный хвостик. В зависимости от того, насколько эластичная у вас пряжа, вам может понадобиться либо больше, соответственно, либо меньше длины этого хвостика. Я предположу, что корзинка у меня будет вот такой вот окружности, дно у корзинки. И таких окружностей мне нужно будет для дна оставить 3 штуки. То есть 3 раза я оборачиваю шнур вот так. И еще вот здесь у меня получается 3 окружности. И еще я оставлю 3 высоты моей корзинки. Вот так, я думаю, будет мне достаточно на мою корзиночку. В любом случае, даже если у вас не хватит хвостика, его всегда можно удлинить. То есть просто присоединить к оставшемуся вашему маленькому хвостику еще необходимый кусочек пряжи. Итак, делаем кольцо амигуруми. Здесь у меня хвостик, здесь у меня рабочая нить. Кладу хвостик на руку и вот таким вот образом ее оборачиваю. Здесь я перекрестила 2 ниточки между собой, завожу крючок вот сюда, в это колечко, захватываю рабочую нить, вытягиваю петельку и снова рабочей нитью ее провязываю. Вот эту петельку мы не считаем. Когда мы вяжем круг столбиками без накида, мы по правилу круга провязываем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Заводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем, снова захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида. Вот это вот у нас петелька, видите, она одна, параллельная нашему кольцу, означает, что мы провязали 1 столбик без накида.
считаем мы именно вот эти вот петельки, когда провязываем. Второй, третий, четвертый. Здесь мы вяжем рабочей нитью, повторю. Хвостик у нас пока лежит свободно. Итак, 1, 2, 3, 4 столбика провязали. Провязываем 5-й столбик. И теперь мы должны с вами затянуть наше колечко. Для того, чтобы посередине кольца у нас не было отверстия, затягиваем его покрепче. Вот таким образом. Теперь мы уже с вами будем соединять этот первый ряд. Мы с вами провязали 5 столбиков без накида. Теперь последний 5-й столбик нам нужно распустить, но не до конца, а просто вытаскиваем рабочую нить через вот эти 2 петельки. Вставляем в них крючок. Теперь нам нужен будет уже хвостик. Вот он. И хвостиком я как бы довязываю этот 5-й столбик без накида, полностью вытягивая хвостик через эти 2 петли. Теперь нам осталось завершить вот этот ряд, соединить его. Переворачиваю круг на изнанку, нахожу первую провязанную петельку, вот она у нас, завожу крючок с изнанки на лицо, вот таким образом, захватываю хвостик и полностью вытягиваю его наизнанку. Теперь смотрим. Нам нужно, чтобы хвостик, чтобы завершить вот эту вот косичку, сделать ее вот так, нам нужно, чтобы наш хвостик попал вот сюда, вот в это отверстие. Мы крючком с изнанки, здесь немножечко рабочую нить можно подтянуть, заходим вот под эту петельку, где у нас рабочая нить тянется. Вот так. То есть это перемычка за основанием петли. Зашли под перемычку. И вот сюда, в середину последней провязанной косички. Снова захватываем хвостик и его вытягиваем также полностью наизнанку. И вот мы с вами закрыли первый ряд. В этом ряду у нас получилось 6 столбиков без накида. 5 столбиков мы с вами провязали. 5-й столбик мы провязали уже хвостиком. И 6-м столбиком здесь у нас выступает вот это вот соединение. Во втором ряду мы с вами уже должны начать делать прибавки. Смотрим, где у нас тянется хвостик. И вот с этой петли начинаем вязать. Узор верблюд вяжется таким образом. Когда вы посмотрите на корзинку, вы увидите, что нам очень хорошо видны вот эти вот косички. Для того, чтобы получался такой узор, вязать столбики без накида мы будем за перемычку, за основаниями петель. Вот за эту перемычку. Заводим сюда крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первую петельку. Вот так. Так как мы в этом ряду с вами должны уже столбики удваивать, поэтому сюда провязываем еще 1 столбик без накида. Повторю, сейчас мы вяжем с вами рабочей нитью. Хвостик у нас пока лежит. Теперь сразу же идем в следующую петельку, точнее в перемычку за косичкой, за основанием петли. И в нее также провязываем 2 столбика без накида. И таким образом мы с вами должны удвоить каждую петельку во втором ряду. Если вы посмотрите на схему, вы это хорошо увидите. В итоге в этом ряду у нас во втором должно получиться 12 столбиков без накида. Можно их считать, чтобы не ошибиться. И вот смотрите, у нас здесь получается, давайте посчитаем, чтобы вы
все хорошо поняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 у меня получилось. Я провязываю 10. И 11 уже столбик я сначала захватила рабочую нить. Давайте вот еще раз повторю, чтобы было понятно. 11 столбик я сначала захватываю рабочую нить, но заканчиваю провязывать 11 столбик уже хвостиком. Захватила хвостик и протягиваю его через 2 петли на крючке. Это у нас с вами был 11 столбик. И 12 столбиком будет снова выступать у нас соединение. Переворачиваю вязание, захожу крючком с изнанки на лицо вот таким образом под первую провязанную петлю, под косичку полностью. Захватываю хвостик, вытягиваю его на изнанку. Теперь здесь вот таким образом у меня должен лечь хвостик, поэтому я снова переворачиваю, завожу крючок под перемычку за последней петлей, в середину косички последней петли, захватываю хвостик и снова его полностью вытягиваю на изнанку. И вот у нас с вами получилось вот такое вот соединение. Можно посчитать петельки, чтобы себя проверить. Здесь у вас во втором ряду должно быть 12 столбиков без накида. И начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду у нас с вами будет уже 18 петель за счет того, что мы снова будем делать прибавки, но делать мы их будем уже через одну, то есть пропуская одну петельку. Точнее, не пропуская, а провязывая одиночную петлю, потом прибавку, чередуя одиночную петлю с прибавкой. Итак, нахожу петельку, откуда тянется хвостик, завожу в перемычку крючок и провязываю сюда прибавку. Вот я провязала одну петельку, один столбик без накида и второй столбик без накида. Дальше следующую петельку я провязываю одиночный столбик без накида, в следующую перемычку 2 столбика без накида. Дальше снова 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбика без накида. Дальше 1, следующую перемычку 2. Снова 1, дальше 2. Один, два столбика без накида. И сюда провязываю. У меня последняя петелька, поэтому я захватываю рабочую нить, довязываю уже этот 17 столбик хвостиком, протягиваю его полностью через 2 петельки на крючке. И теперь снова делаю соединение. Соединение это будет уже у нас 18 столбиком, 18 петелькой в этом третьем ряду. Вот так. Снова можете себя проверить и посчитать петельки. Здесь их должно быть 18. Дальше у нас 4-й ряд, и в 4-м ряду мы будем делать уже прибавки, чередуя их с 2 одиночными столбиками без накида. Для того, чтобы получить ровный круг, прибавки нужно делать в шахматном порядке. Что это означает? То есть над прибавками из предыдущего ряда мы никогда прибавки не провязываем. Мы провязываем прибавки в одиночные петельки предыдущего ряда. Итак, в 4-м ряду
ищем, где у нас была прибавка. Вот здесь, вот в этой петельке. Вот она у нас. И мы сюда провязываем первую петельку. Вяжем рабочей нитью, да. Можем провязать прибавку в первую петлю. Затем у нас идет прибавка из предыдущего ряда. И сюда мы с вами провязываем 2 одиночных столбика без накида. Дальше снова у нас одиночная петелька в предыдущем ряду. И сюда мы провязываем прибавку. Дальше снова 2 одиночных столбика без накида. То есть в четвертом ряду, как я уже сказала, мы чередуем прибавки с 2 одиночными столбиками без накида. И в следующую петельку, в следующую перемычку провязываем прибавку. Снова 2 одиночных столбика без накида, прибавка. И так довязываем до конца четвертого ряда. Вот у нас осталось провязать 2 одиночных столбика. Провязываем сюда в последнюю петельку. Заводим крючок, захватываем рабочую нить, а завершаем уже хвостиком. И соединяем четвертый ряд. В четвертом ряду у нас должно получиться 24 петельки. Теперь я перейду уже к вязанию стенок. Если вам нужна корзинка побольше, то продолжайте вязать дно, увеличивая с каждым рядом количество одиночных петель между прибавками. То есть в следующем ряду, в пятом, у вас уже между прибавками будет по 3 одиночные петельки. В шестом ряду по 4, в седьмом по 5 и так далее. Прибавки делайте не над прибавками из предыдущего ряда, и тогда у вас будет получаться ровный круг. Углы образовываться не будут. Если вы будете вязать корзинку большего размера, то я советую дно обязательно отпарить. Кладете его под какую-то ткань, особенно если у вас полиэфирный шнур, и с помощью утюга с паром отпариваете с обеих сторон заготовку. Затем кладете под пресс до полного высыхания, и уже после этого можно будет продолжать вязать. У меня корзиночка будет маленькая, поэтому здесь круг у меня получился достаточно ровный, я его отпаривать не буду. Для того, чтобы перейти к вязанию стенок, ничего здесь нового не будет, кроме того, что мы перестаем делать прибавки. И за счет того, что прибавки мы не делаем, стеночки у нас начнут подниматься, петельки начнут загибаться вверх. Итак, находим вот эту вот петельку, где у нас тянется хвостик, и вводим крючок под перемычку. Захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик. Дальше идем в следующую сразу же перемычку и провязываем еще один столбик. И таким образом провязываем весь первый ряд стенок корзинки. То есть мы всю корзинку вяжем абсолютно одинаково. Узором верблюд за перемычку позади основания петель, позади вот этих вот косичек.
Я подхожу к концу первого ряда стенок. Вот у меня осталась последняя непровязанная перемычка, поэтому в нее я завожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, а заканчиваю вязание этого последнего столбика уже хвостиком. Взяла хвостик и протягиваю его через 2 петли на крючке. Петельку немножечко подтяну и соединяю ряд. Здесь крючок, будьте внимательны, мы заводим под первую провязанную петлю, вот под эту. Вот эта петелька у нас петля подъема. Заводим крючок под косичку, захватываем хвостик, полностью его протягиваем. Здесь заводим крючок под перемычку и в середину косички захватываем хвостик и полностью его вытягиваем. Все, ряд мы с вами соединили. Не пугайтесь, что здесь у нас немножечко ощущение, что нарушается узор. Когда мы сейчас провяжем второй ряд, узор восстановится. Все это стянется. Начинаем вязать второй ряд. Снова заходим крючком под перемычку, захватываем рабочую нить и провязываем первую петельку. Дальше вяжем, как мы и вязали первый ряд, просто по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем за перемычку узором верблюд. Старайтесь здесь петельки сильно не затягивать. Лучше всего такой узор и корзинка таким узором получается все-таки, наверное, из пряжи, из хлопковой пряжи, которая не тянется. У меня немножечко шнур эластичный, поэтому узор, видите, он начинает загибаться вот сюда, вот вовнутрь. Он стремится немножечко стянуть нашу корзинку, поэтому сами вы еще дополнительно сильно петельки не затягивайте. И вяжем второй ряд до конца, аналогично первому. Ничего сложного здесь нет. Конечно, такой узор не будет хорошо держать стенки, как, например, узор в раскол галочками, но он достаточно интересный, красивый, поэтому я думаю, что вам стоит к нему присмотреться и связать себе такую замечательную корзиночку. Вот видите, когда я провязываю ряд, следующий, предыдущий ряд, он как бы стягивается, потому что мы тянем вот эти вот перемычки и стягиваем предыдущие ряды. И вот у меня последняя перемычка. Я снова ввожу в нее крючок, захватываю рабочую нить, а завершаю вязание последнего столбика хвостиком. И теперь, как обычно, я соединяю ряд. Аккуратно петельки все подтянем. И вот мы с вами закончили вязать второй ряд. Теперь давайте провяжем на нужную высоту корзинки. Провяжите столько рядов, сколько вам нужно. И потом мы с вами встретимся. Я покажу, как провязать последний ряд, как сделать обвязку
края корзинки, и мы уже закончим вязание. Итак, я провязала 7 рядов. Вот такая вот корзинка у меня уже получается. И сейчас уже буду обвязывать верхний край. Мне такой высоты корзинки будет достаточно. Край будем обвязывать соединительными столбиками. Также за перемычки позади основания петель. Хвостик у нас тянется вот из этой петли, выходит вот здесь. И сюда мы вставляем крючок, захватываем рабочую нить и оставляем вот таким образом петельку. Вытянули, оставили. Дальше сразу же идем в следующую петельку, провязали через нее и сразу же через петлю, которая у нас на крючке. Таким образом мы провязали с вами соединительный столбик. Идем в следующую и делаем то же самое. Старайтесь этот ряд не затягивать, чтобы корзиночка у вас сверху не стянулась, чтобы верхний край у нее не стягивался. И таким образом снова провязываем до конца ряда и в конце соединим ряд, как мы это делали на протяжении вязания всей корзинки. Очень простая в исполнении корзинка, но очень она необычно и красиво выглядит в интерьере. Мне очень нравится этот узор. Я решила поделиться им с вами. На такую корзинку у меня ушло примерно 30-40 метров шнура. Она достаточно мягкая. Видите, какая она? Но узор того стоит. Такое соединение хвостиком я использую в разных совершенно узорах. Мне очень нравится это соединение. Самое, наверное, аккуратное из всех, что я когда-либо пробовала. Получается аккуратно и снаружи, и внутри. Внутри, как вы можете заметить, у нас тоже нет никакого абсолютно шва. Итак, я довязываю последний ряд, нашу обвязку до конца. Вот моя последняя непровязанная перемычка. Я ее уже провязываю хвостиком. Вот так. И здесь нахожу петельку первую. Вот она. Завожу под нее крючок. Захватываю хвостик, вывожу его наизнанку. И здесь под перемычку и в середину косички последней петельки провязаны. Вот и все. Мы с вами закончили ряд. Хвостик у меня еще остался достаточно длинный, поэтому можете изначально оставить его поменьше. Для этого узора можно его оставить покороче. Итак, теперь нам с вами осталось отрезать наши ниточки и спрятать кончики на изнанке корзинки. Отрезаем. И сейчас их спрячем на изнанке. Когда у нас речь идет о полиэфирном шнуре с сердечником, то, как вы можете заметить, он достаточно толстый. И прятать его не очень удобно. Но есть одна хитрость, как можно с ним поступить. Нам нужно достать сердечник. Смотрите, это тоже шнур, но потоньше. Мы его достаем и отрезаем. Вот так. Здесь у нас остается такой тоненький шнурочек. Делаем то же самое со вторым кончиком. Вот так. И теперь нам уже будет проще спрятать эти кончики на изнанке. Для этого лучше всего использовать иглу.
пропускаем шнур на изнанке изделия под разные петельки, чтобы было крепко. Стараемся тоже это делать аккуратно, не нарушая рисунка на изнанке. Пусть там тоже будет все красиво. Сильно далеко можно шнур не уводить. Теперь нам нужно его отрезать, оставив небольшой хвостик. И очень аккуратно с помощью зажигалки вот этот хвостик подпалить, чтобы он у нас не распустился. Не очень я люблю этот способ. Лучше, конечно, использовать текстильный клей, особенно когда шнур светлый, но здесь, я думаю, я справлюсь. Очень аккуратно, небольшим огоньком подпаливаем и можем заправить под петельку. Вот один хвостик я спрятала, сейчас то же самое сделаю со вторым хвостиком. Все кончики я спрятала. Посмотрите, как все у нас аккуратно получилось и снаружи, и внутри корзинки. И следующим этапом обязательно это должно быть ВТО, то есть влажно-тепловая обработка. Не пренебрегайте, пожалуйста, этим процессом. Отпарьте полностью всю свою корзинку, не касаясь утюгом, особенно если это у вас полиэфирный шнур, он попросту может расплавиться. Отпаривайте, можете что-то подходящее по размеру вложить внутрь корзинки и дождитесь, когда она у вас высохнет. Очень красивый получился узор, необычная корзинка, отлично, повторюсь, выглядит она в интерьере, смотрится необычно. Мы все привыкли уже к корзинкам, связанным галочками в раскол, а здесь у нас как бы галочки идут горизонтально. Очень интересный узор. И на этом мой мастер-класс по корзинке узором верблюд окончен. Отмечайте свои работы хэштегом by_behead. Я покажу их в своих сторис Instagram. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Вяжите вместе со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы очень поможете мне в развитии моего канала и вдохновите на создание новых мастер-классов. Всем спасибо и пока-пока!